Сейчас ты узнаешь, какие правила надо убрать, почему такого понятия как ПГ не существует, и какие новые правила мы можем увидеть, и они нам понравятся. Давно в моих видео не было дисклеймера, потому как подписчики, так и зрители моего канала де-факто адекватные люди. Но для случайного зрителя этого видео следующая информация. Автор не стремится критиковать или оскорблять наш любимый проект Majestic RP и администрацию. Все, о чем он говорит в своем видео, это лишь оценочное мнение обычного игрока, который не обладает опытом в области разработки правил. С одним из последних обновлений данное правило звучит, если не странно, то как минимум не актуально. Проект позиционирует себя как русскоязычный, все РП-диалоги должны происходить на русском языке. Медийки уже начали снимать видео с этим пробелом в правилах. Если еще при обычной игре это может вызвать минимальное неудобство, то при таких РП-ситуациях как крайм действия и их РП-составляющая со стороны государственных структур полностью ломает всю РП-логику. Во-первых, языков 4 штуки. И не каждый вы хотите учить, да и не обязаны. А во-вторых, следуя РП-логике, если бандит с иностранным языком это что-то возможное, то государственный служащий обязан знать и говорить на языке гражданина, с которым он производит какие-либо взаимодействия. Ну, в нашем случае по-американски. Тут либо надо убрать это правило совсем и сделать дополнительные 2 правила в ГОСКе и крайме, или дополнить примечанием об новом функционале. Следующего правила мы вскользь касались в видео про бизнесы. Если захотите посмотреть, можете кликнуть по подсказке сверху. А именно, запрещено владеть имуществом без игровой активности. Да, по моему мнению, не должно существовать такого правила. Так как если владелец имущества, например бизнеса, проплачивает его, товар постоянно закуплен, нет никаких причин отбирать его. А если владелец не заходит в игру, то бизнес и так слетит за неоплату налогов. Либо же администрация заметит, что в данном бизнесе нету нескольких позиций товаров. Но с чисто технической точки зрения, я прекрасно понимаю, зачем есть такое правило. Это, так сказать, легальная лазейка, чтобы отнять бизнес для публикации его на аукционе. А чтобы стать владельцем всевозможного имущества, приглашаю тебя на Majestic RP. Вводи при регистрации Таран или в чате /promo-Таран. Он даст тебе $50 000 и 7 дней Platinum VIP для комфортного старта. Запрещены ООЦ оскорбления игроков. Так как примечаний к этому пункту нету, как расценивать именно ООЦ оскорбления? Например, такие слова как сука, тупой, гандон, дебил. Сюда же относятся и более мягкие оскорбления, такие как нищий и терпила. Все это можно трактовать как ООЦ оскорбления, так как игрок по нашему IC персонажу не может делать такие выводы. Я прекрасно понимаю, почему нужны правила, запрещающие оскорблять родных и девушек в различных формах сексизма, но у этого правила слишком плавающие рамки. Следующие 2 правила это фундаментальные основы РП проектов, но со сменой, как это называют, метой игры, я считаю, что и эти основы можно поменять. ПГ. При увеличении возможностей своего персонажа, а.к.а. поведение игрока, которое он не мог бы себе позволить в реальной жизни. Как вы считаете, есть ли хоть одна форма проявления своих возможностей, кроме физической, которую бы себе не мог позволить человек в реальной жизни? Например, летать с крыши или быть бессмертным? Согласен, это невозможно, но и функционал серверов такое не позволяет. Почему обычный бандит, выходящий в 2 сотрудников, это нарушение? Разве в жизни у нас мало примеров, когда преступники, особенно под всякими веществами, игнорируют реальность и могут начать стрелять хоть при толпе гостников? Да и страх перед чем-то присущий не всем живым людям. Возможно, необходимо пересмотреть это устаревшее правило и добавить в примечания лишь какие-то игровые условности, по типу как спрыгнуть со скалы от погони. Понятно, что в реальной жизни после этого уже невозможно уходить от преследования, но ваше мнение на эту тему жду в комментарии. Тимкилл – намеренное нанесение урона или убийство игроков, которые состоят с вами в одной организации или семье. Тут заострять внимание не буду, просто странно, зачем такое правило, если все же можно решить IC способом. Вас ранил напарник? Идем и решаем вопрос с вышестоящим рангом или главой семьи. А убийство? Ну, я хочу вам напомнить, что смертей у нас нету. Мы все как бы в тяжелом состоянии попадаем в больницу. Поэтому решение аналогично первой ситуации. Все криминальные действия, связанные с использованием оружия, при которых совершается нарушение законов штата, должны совершаться в маске.
Ну да, ведь в реальной жизни все преступники носят маски при совершении преступлений. Ну и напомнить будет не лишним, что почти при всех крайм-действиях без маски нашему персонажу автоматически выдаются звезды розыска. А в случае с угонками даже маска не спасет. Тогда зачем правило ради правила? Ну, глупый преступник попал в розыск, или его запомнил потерпевший и сам начал разыскивать его. По-моему, все РПшно и логично. Запрещено воровать, взламывать, так сказать, особую спецтехнику государственных структур. Опять же, следуя РП-логике, этим должны быть озабочены фракции, на балансе которых числится такая техника. Почему бремя глупости гостников должно лежать на угоняющем его преступнике? А если бы ты хотел повозить угонки на карго-бобе, ставь лайк. Следующее правило не то чтобы не нужно, оно скорее очень расплывчато. Нанесение вреда экономике сервера. По факту экономика становится хуже в любом случае со временем старения сервера. Но именно намеренный вред как может причинить обычный игрок? Нечестным путем? Ну, для этого существуют другие различные правила и ограничения. А так под это можно подписать что угодно. Выкупил я пакетики грин по $80 и поставил по 100. Получается уже вред? Просто, как по мне, необходимо добавить конкретные примечания. Иначе можно забанить любого игрока, который воспользовался вертами. Хочу сразу извиниться перед вами и перед администрацией. Возможно, я не до конца понял данное правило. При рассекречивании лидера криминальной фракции он получает строгий выговор или заморозку фракции на 5 дней. Тем временем Discord Majestic. Ну да, пошел я нахер. Просто если это касается каких-то кейс-файлов, неужели Фибам или ЛСПД сложно по нику пробить лидера? И типа, ой, случайно застал его за совершением преступления. В принципе, может действительно я что-то не понял, поэтому не будем задерживаться на этом правиле. Ваш любимый день Блата. В течение первых суток после постановления лидера он имеет право назначить любой ранг человеку. О плюсах и минусах дня Блата говорил Аламантик. Если найду это видео, оставлю ссылку в описании. Если кратко, минусы перевешивают плюсы, и после дня Блата необходимо еще несколько дней, чтобы поотлетали фрики и прочий хлам. Правда, игрокам, которые от них пострадали, легче не будет. Это правило ценно тем, что лидер зачастую приходит со своей командой. Им действительно на старте нужны ранги. Может просто тогда добавить квоту на игроков для повышения на любой ранг. Тут, конечно, все зависит от фракции и сервера. Ну, для примера, каких-нибудь 20-30 человек на ИМС. Сотрудникам госструктур запрещено хранить в доме и транспорте оружие, патроны, бронежилеты, спецсредства, принадлежащие любой госструктуре. Я бы понял, если бы в правиле говорилось о фракции, в которой состоит на данный момент игрок. Но прям в любой он мог получить эти предметы давным-давно и достаточно легальным путем. Легальным, конечно, со стороны правил. У меня в вертолете, он же склад, хранится столько барахла, что страшно заглядывать. Возможно, стоит изменить формулировку для данного правила. На сладкое я вам оставил такое правило, которое следующими пунктами прямо под собой само себя дискредитирует. Лидеру придерживаться минимального суточного онлайна в 4 часа. Само по себе правило несколько странное. Если есть бывшие или действующие лидеры, напишите в комментариях, часто ли вы эти 4 часа именно отыгрываете, а не простаиваете АФК. И насколько само по себе АФК в 4 часа для лидера приносит пользу хоть кому-нибудь. Потому что сразу за этим следуют следующие правила. Поддерживать онлайн и активность фракции. Повышать досуг и РП уровень своей фракции. Быть в курсе всех проблем своей фракции. Устранять и пресекать конфликты. Учитывая одинаковое наказание за эти все пункты и их обязательное соблюдение, разве нельзя их объединить в одно? А порог в 4 часа вообще убрать. Если лидер может поддерживать в хорошем состоянии фракцию, какая необходимость стоять АФК в игре? А если лидер не справляется со своими полномочиями, как ему поможет игровая активность 4 часа в день? Есть над чем подумать, не правда ли? Да и 4 с 5 пунктом просто синонимы друг друга. Не может быть одного без другого. Но, возможно, все эти пункты существуют, как и в случае с правилом на имущество, для более гибкого курирования лидеров и к формализации их стимулирования с наказанием. В целом, я против добавления новых правил. Правда, есть интересные поправки, которые однажды по случайности были добавлены на форум проекта. Скрин я взял с канала Или Чили. Конкретно правила, касающиеся фибов, разрешающим им работать только по федеральным нарушениям и статьям.
Конечно, сейчас все фибы поставят дизлайк на это видео, но простите меня, это фулл бред, что сотрудники Федерального бюро могут патрулировать штаты с целью остановить и закафать угонку. Для этого у нас уже есть ЛСПД и шерифы. Если вам не понравились какие-то мои высказывания об данных правилах, перемотайте на начало видео и просмотрите дисклеймер. Как обычно, ваше мнение жду в комментарии, возможно, какие-то правила я упустил.